Здравствуйте! Сегодня у нас очень интересная тема будет, очень животрепещущая для современного человека, особенно для женщин. Как обычно, нас здесь большинство, и чем бы мы ни занимались, вопрос эмоционального выгорания, будь то семья или работа, или семья и работа, это, к сожалению, вопрос, который стоит остро. И сегодня я вам дам практические советы, рекомендации, что помогает мне, какие есть действенные методики для того, чтобы немного вас поддержать в ресурсном состоянии, помочь справиться с этой ситуацией, если она присутствует, или если будут признаки, скажем так, попадания, да, в эту ситуацию, предвестники. У многих нет медицинского образования, но при этом не значит это, что им не нужно разбираться в тех процессах, которые происходят в их теле, в их организме. Потому что это то, что с нами, наше тело, хотим мы или не хотим, оно с нами от самого рождения до последнего вдоха. И иногда так получается, я вижу на своих пациентах, что человек может прекрасно разбираться в том, какое масло нужно для своей машины, какой марки бензин, что значит определенный звук, когда как-то она не так заводится и так далее, на какую марку лучше поменять шины зимой. Но при этом в полной растерянности, когда чувствуют какие-то симптомы, что-то происходит в той биомашине, в которой живет наша душа, и у человека растерянность, он начинает метаться по специалистам, а если еще, как бывает, к сожалению, противоположные мнения у двух специалистов, вот тут, конечно, просто возникает определенный тупик. И я вижу свою задачу, не скажу миссия громко, да, но вижу свою задачу помогать разбираться в том, что же происходит в нашей биомашине, в которой мы живем, с которой мы соединены помимо нашей воли, но мы должны заниматься ее и техосмотром, и понимать, почему где-то стучит, да, где-то на поворотах заносит, имеет отношение это к водителю, то есть это наши личностные какие-то изменения, или это все-таки технический сбой тела, и надо поправить по-другому. Не всегда все объясняется психологией. Иногда это просто анемия или дефицит определенных витаминов. И в то же время не всегда вопрос только в теле. Иногда водитель сам неправильно ведет машину. То есть наши реакции бывают, загоняют тело в определенные состояния. Ну, пример тому, да, стресс, когда мы излишне серьезно относимся к каким-то своим неудачам. И тогда, конечно же, тело начинает реагировать гормональным дисбалансом. Сначала это дисбаланс по кортизолу и дигидроэпиандестерону. Потом у женщин достаточно быстро этот дисбаланс переходит в дисбаланс репродуктивных гормонов, эстроген, прогестерон. И это одна из сегодняшних серьезных причин, по которой у меня достаточно много, к сожалению, пациенток в 35-37 лет с ранней предменопаузой, уже когда идет сбой в регулярном цикле. Поэтому, понимаете как, я хочу, чтобы то, что у человека нет медицинского образования, это не было преградой для того, чтобы он получше узнал, что же происходит в его теле, на что нужно обращать внимание, когда нужно обращать внимание, а когда можно очень, скажем так, малой кровью, да, делаться и быстро привести в порядок, а когда нужно пристально обратить свое внимание. Много очень эфиров интересных сохранено на YouTube, найти очень легко меня по имени Крушанова Юлия. Стараюсь по максимуму все, что есть такого доступного, полезного и несложного, выкладывать на YouTube или в Instagram-канале у себя, в Instagram ТВ, чтобы была возможность в любой момент вернуться. Никогда не ставлю никакие дедлайны, сроки. Ко мне приходят люди уже обычно, уже когда есть или семья, да, то есть какие-то уже состоявшиеся
или учатся где-то активно, или это профессия, в которой они строят свою карьеру. И я считаю, что ставить дедлайн – это негуманно. Человек взрослый, осознанный, он пришел взять информацию. Когда захочет, тогда посмотрит. Когда будет время, тогда изучит. Нужно будет, вернется. И поэтому я так всегда на стороне, как врач, я всегда на стороне пациента. И, соответственно, как учитель на стороне ученика. Ну, а сегодня я хочу сконцентрироваться на теме именно эмоционального выгорания с точки зрения ранней диагностики и самопомощи. Кое-что даже я вам тут приготовила показать. Сегодня обязательно покажу это. Так вот, когда мы с вами говорим про эмоциональное выгорание, что это такое? Да? О чем речь? Вообще, какая разница между синдромом хронической усталости, о котором сегодня тоже, по-моему, так много говорят, что как-то уже усталость от этого синдрома возникает уже, когда его слышишь, и эмоциональное выгорание. Есть разница? Разница есть действительно. Когда мы речь ведем о выгорании, то здесь в первую очередь мы опираемся на то, насколько человек эмоционально готов реагировать на реальность. И выделено 4 стадии формирования вот этого эмоционального выгорания. От усталости до полного неприятия действительности и отрицания всех эмоций. Первая стадия, она очень простая, она очень легкая, и она, как ни странно, выглядит как эйфория. Когда человек забывает обо всем, например, получает новую работу, или родился первый ребенок, или волонтер, и делает человек что-то от сердца, от души, он пришел помогать. И вот в этих ситуациях, когда это новизна, хочется отдаваться целиком этому процессу или этому человеку, или это учеба, начало долгожданное, накопили денег и вложили в учебу. Это может быть что угодно, но то, что требует вашего включения и предполагает длинную дистанцию. То есть не на какую-то короткую, а длинную дистанцию. Ну, например, родился ребенок, мы понимаем, что впереди ого-го сколько времени, когда потребуются все наши ресурсы. И делать даже невозможное надо будет. У меня 2 мальчика, и это, конечно, опыт ценнейший для духовного роста. И для как раз-таки научилась профилактировать эмоциональное выгорание как раз на этой первой стадии. И вот эта вот эйфория от того, что ты, может быть, получил работу, и там очень хорошая зарплата, а еще если и зарплата сдельная, то есть как ты поработаешь, так ты и получишь, да? И вот это вот, конечно, вначале человек настолько увлекается, он отказывается от всего. Ему не интересно ничего другого, отказывается от того, что раньше приносило удовольствие, но где уже немного, скажем так, стерлась эти эмоции, этой радости. Да? Например, если это новая работа, то человек приходит домой очень поздно, остается на работе, берет работу домой, только потому, что уже вроде бы какая-то радость общения с семьей, она потеряла свою новизну и для него не несет ничего особенного. А вот там он понимает, что он сейчас вложится и получит результат, и придет героем, да, и придет победителем. Или маленький ребенок, уже отношения даже с мужем могут так не интересовать, хотя раньше это вот было источник положительных эмоций, а вся концентрация мамы на ребенке. И вот это первая фаза такой влюбленности в новое дело. А потом вопрос, да, можно ли сделать, чтобы выгорания не было? Можно и нужно. Вот об этом и говорим сейчас. То есть вот это вот человек горит, первый этап экстаза, влюбленности. Вторая фаза, она уже, ну, можно ее так называть, фаза усталости. Но когда восстановление происходит достаточно быстро. Заканчиваются, ну вот даже просто физические ресурсы заканчиваются у человека, и он устает, но еще горит душой, горит эмоциями, и тогда он достаточно быстро восстанавливается.
Достаточно 2 выходных, выспаться и все. Отвезти ребенка к маме на день, встретиться с подружками, отдохнуть, где-то побывать, вернуться, и опять соскучилась, и опять все вот заново, да. То есть вот это вторая стадия, когда небольшой отдых, обычный, вот физиологичный, или съездил человек в отпуск на 2 недели, и уже к концу второй недели уже руки чешутся, уже опять все хочется, интересно. Это вторая стадия, когда вот восстановление еще возможно. Конечно, лучше ловить на этих первых 2, я расскажу, да, сегодня, как это делать. Третья стадия, когда уже происходит отдаление от всех, кто может хоть как-то попросить у тебя эмоций, или твоего времени, или твоего внимания. То есть постепенно получается так, что уже 2 дней выходных не хватает, чтобы восстановиться. День мама была без ребенка, забирает из садика там, или от бабушки, и ребенок ей что-то тараторит: посмотри, я вот это нарисовал, вот это сделал, вот это, мы туда-то ходили. А она вот просто вот молчит: не трогай меня. То есть вот это вот состояние, когда то, что раньше радовало, теперь превращается в груз, с которым надо идти дальше, да, с которым надо справляться. И восстановление постепенно требуется все дольше и дольше. И вот этот, конечно, момент уже такого входа, конечно, в эмоциональную яму, или то, что называют выгоранием, когда хочется просто прийти домой после работы и сказать: оставьте меня в покое. Неинтересно, что там, какие оценки, формально спросить, что там ребенок получил, какие оценки. Или на работу пришли у коллег какие-то изменения, какие-то идеи. Вот просто, если раньше бы на какой-то там летучке, планерке человек горел бы, и он бы спорил бы с какими-то предложениями, или наоборот бы загорался новыми идеями, то теперь просто вот, чтобы быстрее закончилась эта планерка и отсидеться спокойно. То есть появляется такое ощущение, что от тебя все хотят чего-то. Причем твоего вот тела, мяса, да, откусить кусок, понятно, что это не так. И что они-то ведут себя ровно так же, как и месяц назад. Ровно так же все происходит. Но ты вдруг воспринимаешь как покушение на твою личную территорию от всех вокруг. Это третья стадия такая, когда хочется просто забиться и вот чтобы оставили в покое. Отдых, уже поездка в отпуск, например, она не дает таких эмоций, как раньше. Она не дает какого-то вот чувства легкости полета. Там тоже ничего не интересно, не хочется никуда ехать, идти, смотреть что-то. Вот просто где-то в избушку в лес, и вот чтобы никто не трогал. И желательно одной. И вот это вот уже такая серьезная третья стадия, из которой уже выбираться, чтобы здесь не только нужно менять свой взгляд на окружающее, но здесь уже нужна и определенная нутрицептическая поддержка, однозначно, потому что уже тело уходит в дефициты. Ну и четвертая стадия, так называемая эмоциональная анестезия. Это то, что принято называть глубокой депрессией. То есть когда уже все равно, если на третьей стадии человек может еще раздражаться, агрессивно отвечать, становиться таким возбужденным, срываться на близких, срываться на коллег, учителя начинают, которые раньше любили свою работу, они начинают срываться на учеников, врачи, да, вот самые такие тяжелые профессии в плане именно эмоциональной устойчивости, это те, кто работают с людьми, а также мамы, которые работают, да, с детьми, с супругами, с родителями, если еще и, да, там всякие родительские собрания, учителя, у которых постоянно какие-то вопросы возникают, то вот это, конечно, самые тяжелые профессии. Стрессоустойчивость должна быть высокой, и сканирование себя должно быть постоянным, потому что здесь очень легко упасть в эту потенциальную яму. И если вот на третьей стадии человек меняется, он начинает вот прямо, да, как отбрыкиваться,
становится раздражительным, нетипичным для себя, причем он потом испытывает чувство вины, что за что на ребенка накричала, там, в принципе, ну, просто была у ребенка энергия, и решил там с котом он поскакать там, да, в комнате, вот радостный он, вот хорошо ему, играет, а ощущение, что он специально вот бегает вокруг и по голове прямо. А вот четвертая стадия, это уже когда все равно, уже вот человек сидит, и ему уже все равно, уже не вызывает никакие эмоции, уже нет эмоций защиты, вообще никаких эмоций нет. Делайте, что хотите, вот такое состояние. Апатия полная. Называется эмоциональная анестезия. Вот знаете, когда, да, делают анестезию, укол и какую-то местную операцию. Вроде что-то делают, ты ничего не чувствуешь. Вот здесь то же самое происходит. Что-то от тебя хотят, где-то действительно ты мог бы разозлиться, где-то действительно несправедливо, где-то действительно обидно и больно. Человек сидит, у него просто могут слезы течь вот сами по себе, но внутри пустота. Он не испытывает ни какой-то особой радости, то есть такая безэмоциональность, ни какое-то раздражение, просто вот что хотите, то вокруг и делаете. Вот это вот такая четвертая стадия, это даже не отрицание эмоциональное, а именно вот полная безэмоциональность, такая анестезия, апатия. И когда нужна помощь специалиста? Помощь специалиста, она нужна уже, в принципе, на третьей, ну и тем более на четвертой стадии. Но на первой и второй стадии очень многое можно сделать самому. Первая стадия, по сути, это вообще профилактика, да, вот сейчас давайте мы по ним пройдемся, чтобы было понятно, что на каждой стадии можно сделать, потому что я думаю, многие из вас бывали на первой, второй точно, надеюсь, что немногие бывали на третьей и тем более на четвертой, но пройдем все эти стадии, разберем, какие есть варианты помощи. Первая стадия, она, конечно, здесь самая простая помощь, это профилактика, да, профилактика – лучшее лечение. И когда мы начинаем заниматься чем-то новым, и, кстати, вот эти знания, их хорошо детям транслировать, тоже их обучать этому, чтобы они не шли по тем же граблям, по которым ходили мы, наши родители и так далее. Когда начинаешь новым заниматься и горишь, вот здесь очень важно прямо себе в ежедневник или в какую-то, где вы что-то планируете, в телефон. Я, например, очень люблю в телефоне пользоваться календарем, разными цветами отмечая какие-то определенные блоки. Вписывать обязательно то, что раньше было частью вашей жизни, до того, как вот ворвалось это новое, что вас захватило. Например, если вы ходили на танцевальную студию 2 раза в неделю, не надо отказываться от нее для того, чтобы больше было времени для нового. Вот это очень важно для того, чтобы сохранить баланс. И старую жизнь не стереть новым увлечением или новым каким-то изменением глобальным, вот как рождение ребенка или новая работа, или новая идея, какой-то проект. Очень важно оставить место для старой жизни. И место для общения с близкими из этой старой, скажем так, в кавычках, жизни. Вот это очень важно, не жертвовать этим ради нового. Но это все равно, что когда ты переезжаешь, например, в другую страну жить, да, то хорошо бы, если есть возможность, сначала снять в новой стране квартиру и пожить хотя бы там, 3 месяца, полгода, понять, твое, не твое, понравится, не понравится. Потому что не факт, что ты сможешь, туризм одно, да, а другое дело проживание. Не факт, что ты сможешь там ассимилировать. Не факт, что тебе все понравится. Но если ты продашь квартиру здесь, где жил, обрубишь все концы, уволишься с работы вместо того, чтобы, если есть возможность, уйти на какие-то дистанционную, да, работу, и все бросишь, переедешь в новое место, и там окажется, что это не твое, то очень тяжело становится эмоционально, да, куда тебя там не приняли, а здесь ты уже все концы оборвал. И вот это очень важный момент, также и с построением, встраиванием чего-то нового, что тебе нравится, в старую жизнь. Оставить место прямо вот в ежедневнике для старой жизни.
Оставить, если был вечером, например, привыкли, что играли там 3 вечера, например, настольные игры с детьми, или с мужем входили всегда там, допустим, пару вечеров в неделю в ресторан. Оставить это и ни в коем случае вот эти традиции не менять. Или с девчонками где-то вы встречаетесь, и это всегда, да, вот, ну, приносило эмоции, вроде бы и не о чем говорить, но вроде бы ничего такого особого не происходит, но это было в ваше время. Это очень важно, чтобы эмоциональная привязанность не приносилась в жертву, а также ваши хобби, близкие люди не приносили жертву новому. Даже если родился ребенок, он переключает на себя внимание. Бывают проблемы со здоровьем, это понятно. Лучше опереться на помощников, довериться свекрови, даже если не очень хорошие отношения, но пустите ее для помощи на какое-то время в свой дом, но при этом оставить ваши с мужем там, законные, например, 2 вечера выхода из дома. Вот это очень-очень важный момент, это такая подстраховка, это подушка безопасности, которая позволяет, если вдруг что-то там пойдет не так, с новой жизнью, вот этой с новой частью жизни, сделать шаг назад, старое, проверенное, и там набраться сил. А обязательно что-то пойдет не так, потому что вторая фаза, это не значит, что это плохо, что что-то пойдет не так, но нагрузки могут и обычно и растут. И более того, чем ты успешнее в чем-то, тем выше нагрузки, которые на тебя возлагают. Идешь хорошо по карьере, да, могут продвигать по работе, но при этом и нагрузки, и ответственность будет выше. Или бывает так, материнство захватывает, что буквально проходит год, да, и уже следующее зачатие, следующая беременность. А это уже, извините, нагрузки, это не в 2 раза выше, это наслаивается геометрическая прогрессия. Здесь не 1 + 1 = 2. И вот тут должен быть запас прочности. И должна остаться подушка безопасности из прошлой жизни, из тех важных вещей, которые вас всегда наполняли. Вот это просто профилактика, казалось бы, да, не имеет отношения никакого к лечению или к каким-то там глобальным вещам, но это шаг осознанности. Это шаг мудрого человека, который смотрит еще и на перспективу. Не только, что будет завтра и сегодня, а что будет еще и послезавтра, да, и впереди. Да, с 2 непросто, когда 3, 4, 5, то, конечно, вопрос помощи, вопрос привлечения кого-то, он очень важен. Он важнее поступиться какими-то принципами нравится, не нравится человек, чем пожертвовать своей частью из старой жизни тем, что наполняет, тем, что только для вас. Это первая, она простая, по сути. Здесь просто проявить мудрость и вот сделать этот шаг, не очертивать голову, бросаясь вот в это новое увлечение. А вторая стадия, там, где уже человек чувствует груз, или он продвинулся дальше, или вот она долгожданная вторая беременность, или вот оно повышение по работе, или вот в обучении мы чем-то заинтересовались и взяли еще сверх какой-то курс, а то и 2, и 3 курса, да, допустим, параллельно. То есть где-то, где мы начинаем входить в большую нагрузку. А мы-то прежние, мы-то те же самые, плечи ровно те же самые, силы ровно те же самые. И вот здесь вот тот момент, когда нужна уже поддержка, и именно препаратами, но я не говорю о лекарственных препаратах, нет. Это, по сути, поддержка правильным питанием и поддержка определенными травами, определенными восстанавливающими комплексами, которые ресурс организма уже начинают подпитывать. Потому что постепенно, во время первой фазы мы не замечали, но истощение происходило. Очень много исследований, кстати, в основном это западные, конечно, исследования. У нас такие гранты я не видела, к сожалению, чтобы выделялись на такие исследования, посвящены тому, как человек, находясь в первой вот этой стадии влюбленности в новое дело, вот эйфории, мало того, что он не чувствует груз,
работы может работать там, да, по 20 часов, 7 дней в неделю, в течение нескольких месяцев, увлекаясь, но он действительно начинает меньше болеть, иммунитет становится намного крепче, метаболизм становится более активный, и многие проблемы вот организм как оборону держит. Но это не просто оборона, это гиперреакция организма, как бывает на стрессе. Все ресурсы брошены. Очень активный идет процесс вот этого восстановления, антиоксидантная защита, печень активно работает. И в это время, конечно же, отпор идет мощный каким-то повреждающим фактором. Даже если человек ломает в это время руку, то есть есть даже такие исследования, что он быстрее восстанавливается. Человек, который горит в это время на работе, он быстрее восстанавливается. Это действительно так, кости быстрее сращиваются. Но вот то, что во время войны было у людей, да, когда была идея, и по сути это вот как раз на внутреннем ресурсе. Но потом, если это продолжается бесконечно долго, это не какой-то короткий период, а длинный проект, то потом, конечно же, ресурсы, они не бесконечны. И начинается вот эта вот вторая фаза, когда мы чувствуем усталость, когда мы чувствуем, что надо бы как-то восстановиться. Но восстанавливаемся пока быстро. Вот в это время хорошо бы подключать, конечно, уже определенные препараты. Вот один из моих любимых, и он доступный везде, это радиола. Радиола розовая, она есть в каплях, она есть в капсулах, на том же знаменитом iHerb. Можно купить просто траву, радиолу розовую в аптеке, или спиртовую настойку. И, соответственно, смотря что вы купите, если в капсулах, там обычно 400-500 миллиграмм, одну капсулу утром натощак. Если это трава, значит, чайную ложку заварили в стакане кипятка, 15 минут настояли, выпили за полчаса до завтрака. Если это капли, то это от 5 до 10 капель спиртовой настойки. Капаете в треть стакана воды и тоже вот как проснулись, выпили. То есть что-то из этого, это всегда под рукой, это всегда легко найти. Но радиола, она как раз позволяет организму немного, скажем так, дает адекватности и не загоняет щитовидную железу, не загоняет печень, позволяет именно найти вот этот вот баланс и немного притормозить такой бешеной тратой ресурса. Это как все время газовать, да, и совсем по-другому будете машину вести. То газовать, то останавливаться. Вот эти вот самые неприятные моменты. Лучше, когда ты едешь на одной скорости ровно, чем когда вот эти вот толчки постоянные. Это очень сильно изнашивает ресурс обычной машины, но наш организм ровно так же реагирует. Радиола очень простой вариант. В аюрведе для этой цели есть очень хороший джем, называется чаванпраш. Вот его я обычно советую и сама очень широко применяю. Детям с года где-то начинаю давать. Чаванпраш, его легко, этот джем, найти. Разные есть производители. Одни из лучших это Занду и Дабур компании. Они представлены по всему миру. И этот джем есть для диабетиков, кому нужно контролировать уровень глюкозы. Но я предпочитаю классически рекомендовать и для людей с метаболическим синдромом, и при диабете просто принимать в случае диабета непосредственно перед едой пол чайной ложки этого джема. Всем остальным можно за полчаса до завтрака и за полчаса до обеда по пол чайной ложки принимать. Чем меньше ребенок, тем меньше количество. Взрослым при сильном истощении можно и чайную ложку. Это такой натуральный витаминно-минеральный комплекс. Плюс там определенные есть травы, которые поддерживают работу всех внутренних органов. Продается в любом аюрведическом магазине в любой стране мира. Вот если, неважно, где вы живете, Россия, Украина, Беларусь, Англия, Америка, Япония, неважно. Если есть аюрведический магазин в вашей стране, 100% там будет чаванпраш, потому что это самое востребованное в аюрведической среде, скажем так, да, близкой к аюрведе, самый востребованный препарат, этот джем, так как все рано или поздно испытывают нагрузки и испытывают необходимость в поддержании ресурса. Очень легко его найти.
Противопоказаний к нему нет, только не объедаться ложками, потому что там есть травы со сладким вкусом, там есть тростниковый сахар, поэтому если это будет по пол чайной ложки, ну, мужчине там, за 90 килограмм чайная ложка, вполне можно 1-2 раза в день, перед едой обычно за полчаса. Если есть метаболический синдром лишний вес, тогда пол чайной ложки раз в день и прямо непосредственно перед завтраком. Это именно вот восполнение на второй стадии, когда мы понимаем, что надо что-то добавить. Конечно же, я как врач, я, конечно же, за то, чтобы на этой уже стадии сдать анализы, это уже если есть финансовая возможность, если есть желание, если есть тот, кто поможет это трактовать, сдать анализы и посмотреть, а нет ли там анемии у нас уже, хотя бы латентной, скрытой, которая еще явно не проявилась. А нет ли там у нас дефицита витамина А, витамина Е, витамина D, хотя бы ключевые параметры. Но здесь я к этому не призываю, у нас, да, все-таки смысл эфира в том, как мы можем помочь себе тем, что не требует каких-то больших вложений или определенных знаний, особых знаний. Это вот то, на что можно опереться во второй стадии. Радиола розовая и чаванпраш. Уже та помощь, которая точно будет работать. Аюрведические магазины есть онлайн, во всех странах практически. Если их нет в вашей стране, значит, можно всегда заказать или из России, или есть так называемые аюрведические айхербы. То есть огромные магазины, которые рассылают по всему миру заказы на любой вес, на любую стоимость. Есть магазин myindia.ru и есть магазин mahabazar.com. Можно русскими забить, и вы точно в поисковике найдете эти названия. Они рассылают по всему миру, и даже во время коронавируса шло дольше, но все равно, вот во время первой волны, все равно все шло, все приходило. То есть там можно найти, забить чаванпраш, вот чаванпраш Дабур, классический, пожалуйста. И это очень экономные такие продукты, хватает на всю семью, надолго. Пить можно от 3 до 6 месяцев, в зависимости от вашей необходимости. Допустим, вот начался этот период осенне-зимний, когда и школы, и работа, и нагрузка, и плюс солнца нет, значит, можно вот полгода его принимать свободно. Когда мы уже говорим про третью стадию, когда мы говорим уже о более глубоких дефицитных состояниях, когда тебе кажется, что все от тебя чего-то излишнего хотят откусить кусок, а ты живой, а они рвут тебя на части, да? И хочется закрыться от всех, или на всех накричать, или закрыться, чтобы тебя никто не трогал, как у подруги, у нее 3 детей, и она мне, помню, рассказывала историю, она говорит, знаешь, где я, говорит, ресурс, как-то мы с ней говорили о ресурсах, она говорит, ты знаешь, где я восстанавливаю свой ресурс? Я говорю, где? Она говорит, я закрываюсь в туалете, вот просто сажусь на крышку унитаза, это единственное место, где я могу, говорит, замкнуться. И я, говорит, сажусь, говорит, с книжкой, и 20 минут, говорит, это место, где я могу остаться наедине. И то, говорит, за эти 20 минут подбегают, стучат и что-то спрашивают, можно то, а можно это, или там кто-то что-то делает. Я, говорит, отдаю на растерзание детям, там, допустим, какую-то одежду из шкафа, у нее девочки, они начинают мерить, я, говорит, закрываюсь и, говорит, сижу там 20-30 минут, просто погрузившись в другую реальность, вот читая книгу на отвлеченную какую-то тему. И тогда, это было давно, вот я была еще совсем молодая, мне было, больше 20 лет назад, и мне казалось тогда, в мои, 20, мне казалось, боже мой, неужели нельзя нигде как-то уединиться, чтобы восстановиться, это же так нужно, никто не понимает, почему муж не помогает, а он приходит с работы вечером и тоже уже истощен. Но когда я стала мамой, дважды мамой, и плюс работа, и пациенты, которые тоже как дети, требуют очень много ресурса, и я вспоминала не раз вот это ее откровение, и я понимаю, что это вот уже была 3-я стадия,
когда ощущение, что все от тебя хотят свой кусок оторвать. И вот здесь вот, конечно, вот в этом случае стоит прибегнуть уже к более таким рабочим препаратам. Во-первых, есть высушенные надпочечники животных, в основном это говяжьи или свиные, которые получают, да, от животных, их высушивают, делают из них порошок и закрывают в гранулы. Это называется пептиды. Может быть, кто-то слышал сегодня. Вообще вот эти пептиды, они к нам пришли из спортивной медицины. Я очень уважаю спортивную медицину и считаю, что там достаточно много таких мощных специалистов именно по восстановлению организма, потому что действительно профессиональный спорт это не имеет никакого отношения к здоровью. Это скорее, да, отжимание от организма возможного и невозможного. И спортивная медицина как раз-таки работает в основном вот с третьими, четвертыми стадиями. Там никто не думает о спортсмене на первой и второй стадии, если только он не какая-то звезда, которая надо, чтобы как можно дольше, да, присутствовала, была работоспособной. Там, конечно, следят и за первой и второй стадией. А в основном, пока идут к этой звездности, к этой вершине, люди дотягивают на третий, четвертый. Просто вот на воле и на каком-то, я не знаю, там, на седьмом чувстве вот этого намерения. И здесь, конечно, препараты, вот пептиды, они пришли из спортивной медицины. И есть такие пептиды надпочечников, пептиды щитовидной железы для восстановления, для поддержки вот в таких уже нересурсных состояниях. Есть российские компании тоже, которые такие пептиды производят. Например, есть пептиды Хавинсона. У них по разным проблемам есть пептиды. Особенно хорошо работают, вот они недавно сделали линейку сублингвальные, то есть в жидкой форме. Не в капсулах, а в жидкой форме. Они лучше усваиваются, и они более по деньгам такие доступные. Есть на iHerb тоже пептиды надпочечников, они называются кортекс, адренал кортекс или кортекс. Это вот пептиды надпочечников. Но по ним есть определенные нюансы, как их правильно использовать. Сейчас не медицинский, да, такой у нас эфир, хотя некоторые вещи все равно я покажу. Но если есть необходимость вот в таких уже конкретных методиках, в препаратах, описаниях, ссылках и схемах, то вот на вебинаре про хроническую усталость там на все 4 стадии дается конкретные схемы, объяснения, как принимать и так далее. Из того, что кроме пептидов, что можно использовать? Вот этот препарат мне очень нравится. Это аминокислота. Наверное, зеркально будет показывать, да? Называется L-тианин. Аминокислота. Одна из тех аминокислот, которые у нас есть, в принципе, в питании. L-тианин или просто тианин. Неважно какой компании, они все аминокислоты, если это конкретная аминокислота, они по сути все одинаково получаются. Более того, буквально несколько производителей в мире, у которых просто дальше компании продающие, да, вот, ну, уже фасующие, как, например, вот это California Gold Nutrition, они у них просто закупают. То есть, по сути, производителей не так много в мире, а остальное все просто фасуют, и в зависимости от статуса компании там варьируется цена. Поэтому неважно, какой фирмы, вот L-тианин – это аминокислота, которая как раз позволяет снизить вот этот градус напряжения. Продается на iHerb. Можно найти в больших аптеках, которые как супермаркеты. Есть у Солгар, у той же компании, которая широко представлена в России и СНГ. Есть у Нау компании. То есть вообще не важно, какой фирмы, они все аналогичны, по сути. Найдете дешевле – отлично. L-тианин сейчас очень многие компании выпускают. Ну, они не выпускают, они как бы, да, фасуют. Есть в порошке, но удобно в капсулах, потому что можно брать с собой. И здесь для взрослых людей эта дозировка 200 мг, вот капсула, да, например. И я сейчас рассказываю именно о тех вещах, которые можно использовать широко. То есть вот L-тианин можно использовать и во время беременности, и во время лактации, грудного вскармливания. Детям можно давать, но дозу надо подбирать в зависимости от возраста и веса.
Где-то лет с 3 можно давать 50 миллиграмм, лет с 7-8 можно давать 100 миллиграмм, это суточная дозировка, и лет с 12-13 уже можно давать 200 миллиграмм. Взрослая доза может быть по 200 миллиграмм 3 раза в день. В течение получаса наступает снижение возбудимости, но при этом какой плюс у аминокислоты? То есть аминокислота – это часть продуктов белковых. Вы можете даже посмотреть в интернете, L-тианин, какие продукты содержит. Хорошо, когда они есть в рационе, они успокаивают действительно, но когда уже есть третья стадия, когда уже есть дефицит, одними продуктами здесь не отделаться, к сожалению, потому что дефицит глубже, чем может восполнить какой-то продукт. Продукт – это профилактическая дозировка, а терапевтическая, поэтому вот препараты мы используем. Да? И вот L-тианин, он дает снижение градуса напряжения, когда есть внутренний тремор, когда есть внутренняя дрожь, когда есть вот ощущение, что сейчас что-то произойдет, вот что-то будет. Люди, когда вот на это не обращают внимания, на такие симптомы, потом они могут уходить уже в панические атаки. Вот чтобы этого не происходило, лучше подлавливать вот на стадии, что ты чувствуешь, что твое возбуждение высокое. Кто-то уже в таком состоянии, что вот если вытянуть руку, дрожат вот пальцы. Да? То есть уже нервная система на физиологическом уровне. То есть это не только восприятие, но и на физиологическом уровне нервная система подключилась и уже есть, ну скажем так, со стороны тела, да, реакции. Это уже показатель того, что дефициты сформированы. И она не дает сонливости, что большой плюс. То есть ее можно принять сразу, как утром, как проснулся. Ее можно в течение дня, можно перед экзаменом, можно перед какой-то важной встречей. Просто ждешь, когда ребенок в конце концов придет домой, погуляет с друзьями, а он не берет трубку. И ты понимаешь, что вот ты уже накручиваешь себя, что, скорее всего, все в порядке. Что просто вот не берет специально трубку, чтобы не сказали «давай срочно домой», да, а ты себя уже накрутил, и ты уже понимаешь, что вот сейчас вот какой шаг, валерьянки выпить, да, то есть это успокаивает, но не отупляет, не дает сонливости, не мешает, наоборот, дает концентрацию, если работать с какими-то точными приборами или за рулем. Для меня, например, это очень ценное свойство, ну и для многих пациентов, с кем я работаю, в основном это люди такого очень активного образа жизни, которым нельзя что-то выпить вот и быть размазанным. Им надо быть собранным, без лишних волнений, без истерик, в тонусе, и при этом, чтобы не чувствовать себя вот какой-то, да, вот с туманом в голове. Вот это очень важный момент. Как долго можно принимать? Вы знаете, его можно принимать L-тианин, не его, а ее, да, аминокислоту эту. Ее можно, например, принять курсом недели 2-3, а потом по ситуации. Вот есть такой тревожный день, понимаете, что поднимаете тревожность, вы в это время можете принимать. Нет, все спокойно, выходной, дома, все в порядке, значит, вы ее не принимаете. То есть она работает вот здесь и сейчас, она быстро выводится, и из-за того, что много в каких циклах, не буду сейчас загружать этим, да, но много в каких циклах она используется в биохимических, то ее передозировать очень сложно. Поэтому, ну, максимальная дозировка для взрослого человека это по 200 3 раза в день. Это когда вот совсем какой-то тяжелый совсем день, напряженный. Так обычно можно одну с утра, для того, чтобы вот с утра уже в порядок себя привести. Или наоборот, у вас к вечеру повышается раздражительность, значит, едете домой и приняли заранее, чтобы уже быть в тонусе. И можно совмещать с другими препаратами, да, это по сути из питания. Да? То есть я здесь не даю никакие фармпрепараты, не имею права, естественно, да и рецептурные, и не вижу смысла, потому что очень многое можно сделать с теми средствами, просто нет когда знаний, да, не понимают, что делать, и дотягивают уже до панических атак с транквилизаторами. А так очень многое можно сделать естественными препаратами. Что еще есть? Водителям можно, конечно, да, можно водителям, можно, если нужна какая-то острота ума, например, перед экзаменом там, по математике, да, то есть надо, чтобы вот все
четко там, или по языку какое-то там собеседование, то есть надо, чтобы мозг остро работал, быстро, но при этом, чтобы не было вот этого вот тремора, волнения, да, вот это снимается. Что еще есть? Это препарат, кто пропустил, да, L-тианин, это аминокислота. Это даже, ну, не скажу, что это препарат, это безрецептурные средства, аминокислота L-тианин. Также есть вот в аюрведе, можно дополнять, их можно все между собой комбинировать, смотря насколько вам нужна эта поддержка. В аюрведе есть вот такой хороший препарат, это компания Аларсин, называется Силидин. Силидин, только зеркально показывают. Его найти можно, опять-таки, в аюрведических магазинах. На iHerb этого нет препарата, но в аюрведических магазинах, на том же mahabazar.ru, myindia.ru, и в России вообще не проблема его найти, на Украине, в Казахстане, в Беларуси. Его много где можно найти по названию. И почитайте, кстати, тоже подробно, вот когда вы их найдете по описанию, нюансы еще все почитаете, вот как работает. Но суть его тоже такая, что нервозность, возбуждение и также помимо возбуждения и депрессивное состояние, то есть он адаптоген. Что такое адаптоген? Адаптоген – это когда выравнивает состояние. Гипервозбуждение снимает, депрессивное состояние, потеря дофамина, потеря интереса к жизни, убирает это состояние и поднимает настроение. То есть это вот такой адаптоген. Я люблю его использовать, например, на ночь. Если я вижу, что какие-то идут тяжелые дни, где очень нужна моя включенность, светлый ум и при этом абсолютная отстраненность и спокойствие, то я, чтобы потом не впасть в такое, да, вот уже в истощение, я использую на ночь одну таблетку. Это травяные таблетки, просто прессованная трава. Состав есть, прессованная трава, вот такая. Можно делить. С 14 лет это взрослая доза, с лет с 9 это, до 14 это половина, то есть половина таблетки. Ну и где-то лет с 3 до 9 это четвертинка. Помогает убрать гиперактивность у детей, то есть вот это вот тоже, когда они уходят вот в эти виражи нервные, то можно использовать, там есть схема, когда и 2-3 раза в день, если нужно, но если как подстраховка, поддержка, то раз в день на ночь одну таблетку, для того, чтобы утром, вот мне, например, очень важно, и я это поняла, что для меня этот момент важен, только тогда, когда я оказалась в очень серьезной потенциальной яме. Для меня очень важно оказалось просыпаться с утра, пусть даже я выспавшаяся, не выспавшаяся, бывают разные ситуации, что ты спишь 2-3 часа, бывают разные дни, мы живые. Но мне важно, когда я открываю глаза, неважно, выспалась я или нет, я должна чувствовать вкус жизни. Вот это для меня начало дня. Вот когда говорят, да, о каких-то ритуалах, что для вас вот самый важный ритуал, у меня достаточно часто подписчики разные вопросы, да, такие задают, где вы восстанавливаете силы. То есть вот когда меня спрашивают, какой для вас самый важный утренний ритуал, что может быть чистка языка там по аюрведе, да, или еще что-то, или там сделать какой-то комплекс упражнений и так далее, у кого-то чашечка кофе. Вот для меня самый важный ритуал – открыть глаза, и когда еще мысли не пришли, но почувствовать вкус жизни, почувствовать вот эту вот пружину в себе, желание жить, желание что-то делать. И оказалось, что это для меня так важно только тогда, когда я осознала, что я открываю глаза, и я с ужасом начинаю перебирать дела, которые у меня впереди, и понимать, что какой длинный день впереди, какой кошмар. И вот в голове как ежедневник всплывает, и ты понимаешь, что и здесь, и вот это надо, и сюда ты должен приехать, и вот это ты должен решить. А ты не хочешь глаза открывать и вообще показать, что ты проснулся, чтобы ты сам не знал этого. И для меня вот этот вот вкус жизни, азарт жизни, когда ты открываешь глаза, оказался самым главным ритуалом, который я должна это почувствовать. Тогда все
все легко. И вот этот вот селидин препарат, он мне в свое время очень помог. Ну, там, конечно, я комплексно работала, но я всегда полностью, ну, как бы не оставляю информацию какую-то на потом, на какие-то там еще, да, проекты. Я информацию всегда стараюсь давать максимально. Вот все, что может работать в схеме, что, из чего можно выбрать и как это применять, я стараюсь давать всегда максимально. И поэтому те же вебинары, они у меня обычно 5, 5,5, 6 часов, потому что там по 3 часа аудио, ответы на вопросы, схемы со ссылками, потому что я считаю, что если, либо ты ничего не говоришь, либо если ты говоришь, то уже полностью ты должен выдать информацию. Мне важно удовлетворение людей, которые на меня тратят время, а я на них. Чтобы это было как-то взаимно интересно друг другу. И вот этот вот селидин, он был один из ведущих препаратов моей схемы. По сути, я была в третьей такой стадии, хорошей, глубокой. Это не было депрессии глубокой, но стадия была такая уже, я в ней закрепилась. И вот этот селидин, он меня потихонечку, он накопительно действует, не так резко, как эльтианин. На эльтианине через полчаса перестаешь чувствовать тревожность. А вот на селидине он по накопительной, и постепенно, где-то неделя-две, ты начинаешь понимать, что у тебя вкус жизни возвращается. Это если его на ночь принимать. И так его можно сколько угодно долго принимать. Также еще, покажу вам еще два, а то я, наверное, вас сильно уже препаратами загружу. А вот такой препарат интересный, он называется Шанка-Пушпи. Как вот про моя одна пациентка говорит, сложно сочиненный препарат. Шанка-Пушпи. Он поддерживает уровень эндорфинов, дофамина, то есть вот это амбиции, это желание действовать, это желание быть в гуще событий. Когда мужчины теряют вот эту амбициозность, когда они видят конкурента и хотят его обойти, это правильная, здоровая мужская реакция. А когда они видят конкурента и говорят, ну и ладно, да, или это их как-то не заводит, не трогает, это очень серьезный звонок по поводу мужского здоровья. Это очень важный симптом, на который женщина, как хранительница очага и тыл своего мужа, должна обязательно обращать внимание. То есть раньше он там, может быть, это вызывало злость, да, вот какие-то эмоции, казалось, боже, что он так реагирует, да, но он прямо вот он хотел доказать, добиться, обойти, а потом вдруг как-то все стало ровнее, спокойно и как-то, ну, нет и нет. Вот это очень важный симптом у мужчин. И вот эта амбициозность, вот этот хороший уровень дофамина, высокий уровень дофамина, он важен и для женщин тоже, но не настолько, как для мужчин. И тоже можно принимать на ночь. По поводу противопоказаний, у селидина противопоказаний как таковых нет. Это очень комфортный препарат. Там нет каких-то трав, явно повышающих давление или понижающих, или влияющих на обмен глюкозы. Поэтому можно на голодный желудок на ночь. Он очень комфортный, не влияет как-то мощно на гормональный баланс, например, на щитовидную железу. То есть он комфортный именно для поддержки в любом возрасте. Что касается Шанка-Пушпи, такое название интересное, то вообще он позиционируется в аюрведе для когнитивных функций. Здесь даже вот нарисованы дети за компьютером, не нарисованы, да, фотография. Дети за компьютером, то есть для концентрации на учебе, для такого острого внимания, и причем учеба с интересом. У него из противопоказаний есть момент, что он может у людей, которые склонны к раздражительности и очень ярким таким эмоциям, он может поддерживать это. Но это человек поймет, как только начнет принимать. Буквально 2-3 дня, и если вы видите, что вот такое, да, энергия хлещет, а человек не умеет ей управлять,
Вот таким людям лучше его не давать. Всем остальным, которые, вот как я, почему и говорю, это не с первой стадии, а вот с третьей стадии, да, его использовать. Всем остальным, у кого не хватает вот этой вот хватки, не хватает этого азарта в жизни, не хватает амбициозности и одновременно концентрации и интереса. Вот относиться к жизни как к игре или как к какой-то захватывающей гонке, где тебя не проблемы встречают, а задачи, где каждый поворот не какой кошмар, да, а как я в него впишусь. И тебя захватывает эта скорость, и тебя захватывает то, что у тебя получается решать эти задачи, что ты справляешься, что ты показываешь свой профессионализм, или ты, как мама, разруливаешь какие-то конфликтные ситуации, ты ведешь за собой ребенка, ты обустраиваешь вот этот тыл супругу, и при этом хватает тебя еще на свои интересы, на свою какую-то учебу, на перспективу учиться, чтобы карьеру выстроить. Вот здесь Шанкапушти пригодится. Вот это то, что возрождает вот это вот отношение к жизни как к игре. Как только мы перестаем жизнь воспринимать как игру, мы начинаем к ней относиться слишком серьезно. И это порождает стресс. Пока мы помним, что мы по сути играем, и какие-то, если моменты даже не получаются, то это должно вызывать азарт, и желание расколоть этот орешек все равно. Не получилось таким методом, значит другим. Решить эту задачу. Переводя проблемы в задачи, возникает элемент игры. А когда возникает элемент игры, отношения совсем другое, ресурсы другие включаются. Да, это идеальная картинка, но вы знаете, я в ней живу. Я идеалистка. И в какой-то момент я поняла, что я не буду от этого избавляться. Я избавилась от перфекционизма, но решила не избавляться от идеалистического восприятия мира. Но, конечно, организм в разных ситуациях бывал, и достаточно много я проблем вынесла из детства со здоровьем. Но все удалось скомпенсировать, и сейчас я в 42, я себя чувствую достаточно в ресурсе, в таком хорошем и физическом, и психическом, но это не моя генетика, это не благодаря тому, что мне так повезло от природы, это постоянное считывание, наблюдение симптомов, считывание ситуаций, чего не хватает, и подлавливание на первой стадии. Вот это я для себя это выставила приоритетом. Я вообще люблю, когда ты можешь сделать какое-то небольшое действие, и оно даст максимальный результат. И вот здесь вот я для себя вывела такой принцип, что проще, дешевле, экономнее вообще во всем ресурсам по времени, по затратам сил, по материальным вложениям. Экономнее быть наблюдательной, быть внимательной к себе, к детям. Один раз чихнул там, или начинает икать, я понимаю, что так, спазмируется желчный. Чихнул, глаза потер, я понимаю, что сейчас я лучше на опережение поддержу иммунитет. У меня очень важно, чтобы я отслеживаю всегда, чтобы там посещение туалета, да, опорожнение кишечника было обязательно в определенное время. И я знаю, у кого как работает. Как только сбивается этот ритм, на полчаса позже, например, младший ребенок утром встал и на полчаса позже идет в туалет, я понимаю, что уже поджелудочная железа, что-то там произошло, что-то не так. И я начинаю быстренько давать поддержку, буквально завтрак, обед, все, мы вышли из этого состояния. И вот эта наблюдательность, она очень помогает подлавливать и не давать в хронику уходить тем простым вещам, тем простым дисбалансам, которые можно решить ну, буквально так. Да? И вот Шанкапушти мне вот позволяет как раз держать себя вот в этом состоянии игры. И когда ресурс заканчивается, я не принимаю постоянно, но когда ресурс заканчивается, дня 3-4, я понимаю, что мне нужно, я слишком стала серьезно, слишком стала относиться ко всему гипертрофированно. И я понимаю, что игра для меня закончилась, значит, надо в нее вернуться, надо вернуть это чувство. Вот, поэтому, ну и, конечно же, постоянный спутник. Что еще покажу? Четвертое. Это магний. Вот это, в частности, магний глицинат. Но магния, их достаточно много форм.
Есть магний цитрат, магний, вообще разные варианты хелатные. Магний малат, магний цитрат, магний глицинат, магний аратат. Их очень много. Но если говорить о нервной системе, то, конечно же, здесь первенство у магний глицината. Он бывает в порошке, он бывает в таблетках, он бывает в капсулах, не принципиально. Есть у Эвалара, если вот что-то прям пойти в аптеку купить. На iHerb очень вариантов. Это не аюрведический препарат, это относится к категории БАДов. Да? То есть, по идее, мы должны его получать из питания. Те же там абрикосы, курага и так далее. Но темп жизни такой, что кураги ты столько не съешь, сколько нужно магния. Магний участвует в более чем 300, это только то, что изучено, метаболических реакциях. Это один из самых востребованных микроэлементов. Особенно он важен для клеток для производства энергии. Он входит в определенные процессы в цикле Кребса, то есть там, где идет субстраты для выработки энергии. И когда вы чувствуете себя обесточенным, когда вы чувствуете себя раздражительным, когда вы чувствуете себя уставшим, это все запрос к магнию. Как крайний дефицит магния – это различная потеря чувствительности на конечностях, покалывания в руках, в пальцах, вообще по коже любые покалывания, какие-то мурашки, спазмы конечностей, когда всем тепло, а у тебя руки, ноги, нос, уши мерзнут. Когда есть самый крайний вариант дефицита – это судороги мышечные. Судороги икр по ночам, онемение рук, когда спишь на боку, и из чего бы, да, утром, а рука онемела, поддергивание тики, губ, глаз, то есть вот это все зависит от магния, то есть мышцы, они на магнии расслабляются, когда магния не хватает, его место занимает кальций, и кальций вызывает спазм. В большей или в меньшей степени. Магний тратится при активных занятиях спортом, при активных мыслительных процессах, при всех психических нагрузках, у взрослых, у детей, у младенцев. То есть это один из самых востребованных. Если жизнь не круговерть вот такая, а размеренная, спокойная, то, пожалуй, можно и не принимать этот магний дополнительно. Во время беременности огромный расход магния, и поэтому нередки вот эти судороги. Сама в первую беременность, когда я еще не занималась этим всем, и вообще я стала активнее заниматься всеми этими препаратами, то есть мне была интересна теория, я как-то вот изучала теорию, но меня просто жизнь пнула в практику после рождения первого ребенка, и когда я столкнулась с определенными проблемами и разрывалась между педиатрами, я не знала, кому мне верить и что же мне применять, и тогда я поняла, что, наверное, уже хватит теории, надо все-таки разобраться с практикой. И тогда я не спала ночами долго, но я разобралась с проблемой, вывела ребенка из жутчайшего диатеза. И вот с этого, в принципе, у меня пошла практическая жизнь очень плотно. Захотелось другое, еще что-то исправить, когда ты больше узнаешь, ты видишь в себе какие-то неполадки, и хочется это усовершенствовать. И так вот уже и живу так. Магний во время беременности у меня тоже очень сильно во время первой беременности тратился. У меня просто была булавка под подушкой, потому что ну, невозможно, как камень, мышцы сводятся. И кто это испытывал, тот знает. И в икру просто ты колешь булавкой, ты ее не чувствуешь, чтобы как-то хотя бы расслабить. И магний, да, магний... Взрослым людям профилактическая доза это 400 миллиграмм. Вот здесь вот, например, у меня магний глицинат, они хотя и пишут 400, но всегда обращайте внимание на обратную сторону. А на обратной стороне написано, что serving size 2 таблетки, то есть в дозе 400, а доза это 2 таблетки, вот такие 2 таблетки. То есть в одной дозе 2 таблетки, а в каждой таблетке по 200. На этикетке написано 400. Да, но имейте в виду в одной дозе. Когда смотрим, что такое доза, serving size, это 2 таблетки. Вот это вот тоже всегда обращайте внимание, чтобы получить только, что вам нужно. Для взрослого человека поддерживающая доза 400 миллиграмм. Можно всю ее принять на ночь. Я обычно так и рекомендую. В некоторых случаях при уже высокой возбудимости можно разделить. Например, 200 после обеда, когда есть уже тревожность после обеда у человека, и 200 на ночь. Можно так делать.
По детям дозировки лет с 14 это уже всегда взрослые дозировки. Ну и, соответственно, лет с 10 до 13 там можно обойтись 250 миллиграммами магния. Это профилактика, именно профилактика. То есть можно пить на постоянной основе, изо дня в день. Вот просто как часть пищи. Сразу после еды или на ночь, здесь не принципиально с магнием глицинатом. А для детей до 9 лет, где-то лет с 6 до 9, это миллиграмм 200, ну и с 3 до 6 150 миллиграмм. Если нужны терапевтические дозы, то они увеличиваются пропорционально потребностям. Допустим, когда это судороги у беременных, то там может быть и 800, и 900 миллиграмм, разбитые на 2-3 приема, в зависимости от дефицитов. Это все можно здесь определить уже непосредственно со специалистом. Так что вот постаралась вам рассказать какие-то вот самые ключевые, не занимая много вашего времени, без каких-то пространных объяснений, не погружая вас в специальную терминологию аюрведы или медицины, постаралась вам сделать этот эфир, чтобы ваше время, которое вы сейчас провели, максимально полезным. Угу. Можно ли пить антистрессовый комплекс? Ну, что вы имеете в виду, чаванпраш, Дабур? Вот смотрите, просто так какой-то либо комплекс, который называется антистресс, например, смысла пить нет. Потому что, ну что там входит, да, вы можете, да, не понимать, или что назвали антистрессом, какой-то сбор трав там и так далее. Все-таки имеет смысл понимать, что вы делаете. Вам могут там сделать смесь. Вот часто я встречала антистрессовый сбор трав. Валерьяна, мелисса, мята. И предлагается пить 3 раза в день, заваривать, 3 раза в день пить как чай. Но этот человек будет просто вот зомби. Да, он не будет испытывать стресс. Он просто будет как зомби. Но невозможно не учиться, не работать в таком состоянии. Вот мне, например, ясность ума – это самое ценное. Намного важнее, чем просто вот быть в приглушенном состоянии. Поэтому вот то, что вот я сейчас показывала, препараты шанкапушти, селидин, эльтианин, магний, они, по сути, составляют из себя антистрессовый комплекс. Если вам нужно, вы можете его принимать месяц, например, не прекращая. Магний вообще на постоянной основе можно использовать. Остальные дальше по ситуации восстановите себя в течение месяца, потом вы можете по ситуации к этому обращаться. Снижение памяти после ковид, как можно восстановить? А вы знаете, вот как раз память снижается ровно потому, что ковид бьет очень сильно по кислотам, жирным кислотам, в частности по фосфолипидам. Вам очень важно вообще после ковид, очень важно восстанавливать именно фосфолипиды. Что это может быть? Или прием лецитина. Лецитин подсолнечниковый можно, но он так пожестче действует. Более мягкий соевый или самый гипоаллергенный это яичный. Лецитин вот для детей, например, можно его использовать. Лецитин, либо основной компонент лецитина это фосфатидилхолин. Он есть в препаратах Эссенциале Форте, есть фосфатидилхолин, тот же самый Эссенциале Форте, это активное вещество, которое входит в Эссенциале Форте. Есть именно как фосфатидилхолин на айхербе препарат. Это дешевле будет, чем Эссенциале Форте, по 2 пить 3 раза в день, дешевле купить на айхербе фосфатидилхолин. Я всегда за то, чтобы оптимизировать свои расходы и время. Вообще это все у меня есть. Про ковид очень много информации я давала бесплатно для того, чтобы максимально помочь и подготовиться к эпидемии, и не заболеть, если есть контакт, и потом после, если случилось заражение, как правильно восстановиться. У меня в шапке профиля, если зайдете вот в мой профиль, там активная ссылка, нажмете, можно бесплатно скачать чек-лист, он уже более полугода там находится, с конца марта, как только началась вот эта волна, я его приготовила, выложила и не убирала. Он бесплатный, вы можете скачать чек-лист для поддержки иммунной системы, комплексная для любого возраста. И на ютубе, в моем канале,
есть два видео именно по иммунитету, по ковиду и по иммунитету. Там были ответы на вопросы, то есть, по сути, там были тоже вопросы, как восстановиться, как обезопасить себя. И там очень подробно я потратила на это время, по-моему, часа по 2 они, эти эфиры, рассказывала очень подробно. Поэтому эту информацию вот просто можно найти на ютубе по имени Крушанова Юлия и у меня в профиле по ссылке вы найдете вот бесплатный этот чек-лист, можете получить. Что касается волос, по волосам тоже отдельная тема, важная. И про волосы меня часто спрашивают, что как удается сохранять, да, волосы. Я ничего наружное, я вообще наружно не делаю, никакие процедуры. Не потому что я против там, да, или как это, консервативная. Я не вижу в этом необходимости, и я уже не раз об этом говорила. Мне интересно наблюдать, я исследователь. Для меня внешность – это вебинар у меня тоже такой есть, красота, зеркало, здоровье. Для меня внешность, когда я смотрю на человека, я не вижу на нем макияж, не вижу весь антураж. Я вижу его тургор кожи, я вижу блеск глаз, я вижу густоту ресниц, даже если сверху наклеены. Ну, как бы у меня у каждого свой профессиональный взгляд, да, такая профессиональная деформация. Я вижу структуру кожи, я вижу тонус мышц, и я могу судить о состоянии здоровья человека. И меня не вводит в заблуждение все украшательства, которые были сделаны, нанесены в виде макияжа или как-то вколоты и так далее. То есть это для меня как отдельные, да, вещи. Поэтому лично для себя мне это не интересно делать. Поэтому я не использую ни массажи, ни инъекции, ничего. Мне интересно видеть, это для меня элемент диагностики. И про волосы отдельно есть 1 или 2 тоже больших эфира, которые бесплатно выложены на ютубе в канале. Тоже, потому что не одна причина выпадения волос. И можно и себя продиагностировать. Я там рассказывала про эти вещи, как продиагностировать, на что обратить внимание, потому что может быть анемия, может быть дефицит белка, может быть дефицит конкретных аминокислот, например, цистеина и метионина, может быть элементарный дефицит биотина. И вы начинаете пить биотин, у вас начинают колоситься волосы. Вот у меня достаточно часто бывают провалы по биотину, и я это уже знаю, начинаю пить, тут же вот пушок вот в этой зоне. В то время как в детстве меня даже так обзывали в садике Ленина, потому что это было ужасно обидно для девочки, потому что были огромные залысины на висках. Теперь-то я понимаю, что это серьезный признак анемии. Но тогда вот я жила под кличкой Ленин, и зато потом я отслеживать стала и стала понимать, что как только появляются какие-то вот здесь вот места, чуть реже волосы, я понимаю, что уже без анализов, что у меня железо начинает в дефицит уходить по какой-то причине. Я поддерживаю там, в течение 1-2 недель, мне этого бывает достаточно. Так что вот такие все моменты, симптомы, на что обращать внимание, в чем причина именно у вас выпадения, можно посмотреть. Можно посмотреть на этих как раз эфирах на ютубе. Глянуть. Вебинар тоже есть подробный со всеми нюансами по коже, по волосам, по фигуре. Вот он как раз «Красота, зеркало, здоровье» называется. Железо я люблю принимать Gentle Iron разных компаний, что есть под рукой, либо полисахаридное железо, то есть трехвалентное железо предпочитаю. Но это мой вариант, не факт, что это для вас будет хорошо. Да, волосы, это, вы знаете, волосы вообще они показывают то, что было 3 месяца назад. Вот в чем момент. Если кожа показывает, что ей не нравится в последние 2 недели, вот по коже можно понять, ногти и волосы, ногти где-то месяц, последний дефицит, по ногтям можно увидеть дефицит по всем микроэлементам, то волосы, их состояние мы видим, они нам сегодня говорят, что себя плохо чувствуют, хотя плохо им было 3 месяца назад. Вот у волос из-за того, что у них есть разные стадии формирования фолликула и его выпадения, то, соответственно, вот эта вот отсрочка. И стресс мог быть, например, 3 месяца назад, или какие-то дефициты, или нарушения в желудочно-кишечном тракте. А только через 3 месяца вы видите ситуацию по волосам. Кстати, я про волосы, про седину.
схему бесплатно давала у себя в аккаунте в Инстаграм, пост, там видно, что он посвящен Седине, он подписан, я стараюсь все посты подписывать, чтобы легче было искать. И там написано, что про Седину он, я там как раз в актуальных сторис тоже закрепила свой волос, кусочек вот седой, конец, и начало, где отросло сантиметров 15, 12-15, уже опять восстановившийся пигмент, потому что была у меня потеря глутатиона, антиоксидантов, не было времени на себя, был такой период очень жесткий в жизни. И в течение месяца я сильно просела по антиоксидантной поддержке. Это всегда отражается на волосах в виде седины. И потом, когда я нашла этот волос, я его выдернула, седой один, да, я поняла, что вот я запустила эту ситуацию, я вернула себе антиоксидантную поддержку, глутатион, N-ацетилцистеин, и потом специально через где-то, ну, какое-то время прошло, может, месяца 4, я вырвала волосы и сохранила их в шкатулочке, показать, как вот белая часть и темная в сторис показывала, и потом актуально сохранила. Что я делала, и почему, это в посте есть как раз про седину. Тоже многим актуально, женщинам особенно. Белые точки – это дефицит цинка чаще всего. Или кальция, а бывает сочетано. И цинка, и кальция. Здесь надо еще смотреть на ломкость ногтей. Универсальный комплекс витаминов бывает. Есть такие, но это все равно он ближе к такому поддерживающему. Неплохой есть комплекс 2 per day, называется, 2 в день, от Life Extension. От компании Life Extension на iHerb. Их легко найти, они в Москве тоже представлены, но дороже, чем с iHerb заказывать. Если вот просто надо пропить, вот не разбираясь, какие дефициты и что прицельно не ориентируясь. Вот это хорошие формы в правильной дозировке, витамины, микроэлементы, он в принципе все себе содержит. Его главное не пить долго, месяца достаточно, потом перейти на чаванпраш, и чаванпраш уже можно длительное время. Вот это будет правильный подход. Избыток тоже не нужен, также не нужен, как и дефицит. Комплимент ерунда. Я не являюсь фарм-представителем никакой компании, никого не продаю и рекламы не делаю себя в блоге, если, ну, потому что это мое хобби, это мое профессиональное, я считаю, что здесь нет этому места. Я не зарабатываю этим деньги, так я совсем по-другому работаю на достаток семьи, и поэтому я свободно говорю о всех компаниях, которые есть, опираясь на опыт, опираясь на результаты, опираясь на анализы, поэтому вот не хвалю и не ругаю так, чтобы с какой-то там, со своим интересом. Нет, не все витамины на iHerb хорошие. Много ерунды, много всего. Я думаю, что, ну, вот очень много вопросов освещено у меня уже в различных эфирах. Можете по темам посмотреть, что кому актуально. Понятно, что у каждого своя какая-то сфера, да, внимание смещено на свою сферу. На ютубе много. И какие есть вебинары, где можно что почерпнуть для себя, конкретные схемы и рабочие препараты. Это все есть у меня в ссылке в шапке профиля. Там и бесплатного много, и вебинары расписаны, и так далее. Я вам желаю хорошего дня. Спасибо вам за ваше время. Надеюсь, что какая-то ясность появилась или там свет в конце тоннеля, практические рекомендации записали для того, чтобы это время было вами потрачено для вас, да, для вас с пользой, что вы бы на себя потратили, чтобы это тоже для вас было ресурсом, одной вот тоже капелькой в ваш ресурс.